Так как мы находимся на сборочном участке, где эти шкафы управления, в принципе, собираются, хотелось бы поподробнее остановиться на каждом элементе. Как мы регулируем температуру? Какое оборудование здесь, отвечает за то, чтобы регулировать температуру в камерах? Внезапно это отвечает, опять же, контроллер за регулирование температуры. К нему подключается датчик температуры, как который обратная связь, который стоит в камере, либо в воздуховоде приточном, если регулируется именно воздух подающий, а не в камере. И регулируем мы либо горелкой, либо водяным теплообменником, либо электрическим теплообменником, потому что, опять же, в каждой камере может быть как газовый теплообменник, как водяной, так и электрический. Естественно, все зависит от конкретного заказчика и конкретного объекта. И реализуемый пид-регулятор в контроллере, он обеспечивает поддержание температуры, регулирование мощности либо горелки, если у нас горелка с модуляционным регулированием, либо подачи воды на водяной теплообменник горячий. Ну, если электрический теплообменник, то в частности вот таким может устройством силовым, когда регулируется мощность тенов. Вот этот шкаф у нас будет отвечать за работу электрического теплообменника. Вот это у нас блок силовых тиристоров, потому что электрический теплообменник имеет большую мощность, там достаточно высокие токи, и чтобы плавное регулирование осуществлять, необходимо использовать полупроводниковые приборы, тут в частности тиристоры-семисторы. Данный блок рассчитан для тенов до 320 ампер мощность. Это порядка 200 киловатт. Мощность электрического теплообменника. Вот один такой блок обеспечивает плавное регулирование тепла. Так, у нас есть специальный чемоданчик, на котором дисплей, и вот именно с ним буквально можно показать, как работает вся автоматика. Можно. Как это все происходит? Ну, на самом деле, во-первых, надо задать скорости работы вентиляторов вент-агрегата приточного и вытяжного. Задаются в процентах от 0 до 100%. И после задания скорости, в общем-то, можно уже запускать оборудование. Запускается единой кнопкой окрас. Это режим окрас, соответственно, сушка. Это режим сушка. Все, больше никаких дополнительных действий совершать не надо. То есть при нажатии на кнопку окрас у нас подается старт на частотные преобразователи, которые запускают двигатели с заданной здесь скоростью. Также при включении двигателей, в частности приточного, у нас активируется нагрев теплообменника. То есть теплообменник у нас должен работать с включенной вентиляцией, чтобы воздух обязательно проходил сквозь теплообменник. Поддерживается заданная температура. Если в окрасе там примерно 25 градусов это может быть, в частности указано 25 градусов, все, нагрев у нас, горелка, либо тены работают и поддерживают эту температуру. Есть возможность принудительного выключения, какой-то профилактический режим просто продувания, можно выключить просто принудительно теплообменник, и он не будет работать. Ну и обратно, соответственно, включается. Сколько вообще собираются вот эти вот шкафы? Сколько времени нужно, чтобы среднее, скажем, подготовить? Ну, опять же, все зависит, естественно, от наполняемости шкафа, от количества элементов, соответственно, от количества проводов. Ну, в течение недели полностью собирается шкаф от нуля. Плюс еще само оборудование, там поставка его. Поставка оборудования, я сейчас про это не говорю, это отдельная история. Так, если мы берем более-менее хорошие объекты, так, в течение недели